Привет, друзья! Сегодня в выпуске мы вместе с вами подробно разберем, что изменится в ваших повседневных расходах в Германии и каким новым финансовым вызовам со стороны государства и кибермошенников нужно готовиться, чтобы не потерять тысячи евро на ровном месте. Текущий год приносит целую лавину серьезных перемен, которые напрямую могут повлиять на бюджет многих жителей страны. Сначала экстренная тема для миллионов работающих граждан. В прессу утекли детали масштабной пенсионной реформы, подготовленной специальной комиссией ХДС для канцлера Фридриха Мерца. Мы с вами посчитаем, до какого критического возраста чиновники планируют продлевать трудовую активность граждан, как новая реформула 2 к 1 изменит соотношение между работой и пенсией, почему Христианско-демократический союз ХДС требует полностью отменить пенсию в 63 года и как обязательные взносы в 2% на фондовый рынок могут изменить накопительную часть выплат. Во второй части выпуска вас ждет детальный разбор новой волны мошеннических схем через социальные сети. Злоумышленники уже создали убедительный фальшивый онлайн-магазин, маскирующийся под торговую сеть Lidl, и под предлогом грандиозной распродажи телевизоров за 79 евро выманивают деньги у доверчивых покупателей. Вы узнаете, по каким скрытым признакам эксперты платформы Mimikama рекомендуют вычислять этот опасный фишинг и как защитить свой счет. А под занавес, друзья, долгожданное облегчение для автомобилистов. В Евросоюзе официально меняют правила для водительских удостоверений категории Б. Вы узнаете, почему допустимый весовой порог электромобилей и гибридов увеличивают до 4250 килограммов при стаже от 2 лет, когда эти нормы заработают в Германии и в каких регионах страны на этом фоне планируют ввести полный запрет на электровелосипеды. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья, грядущий демографический кризис вынуждает руководство Германии рассматривать крайне непопулярные меры, которые могут существенно изменить привычную систему социальных гарантий. Сегодня официальный отчет пенсионной комиссии лег на стол канцлера Фридриха Мерца и министра труда Бербель Бас. Однако ключевые пункты этого документа уже вызвали широкий общественный резонанс в немецких СМИ. Чтобы подготовить этот масштабный пакет реформ, партийное руководство делегировали в состав комиссии по 5 профильных экспертов, усилив их молодыми депутатами от фракции ЦДУ, ЦСУ и СПД. В итоге, друзья, 13 членов комиссии смогли прийти к единому соглашению, главная цель которого – это обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость пенсионной системы Германии. Начиная с 2032 года в Германии предлагается ввести модель 2 к 1. Схема устроена следующим образом. Как только средняя продолжительность жизни в стране увеличивается ровно на 1 год, пенсионный возраст для граждан автоматически сдвигается вверх на 8 месяцев. Оставшиеся 4 месяца добавляются к предполагаемому периоду получения пенсии. По мнению авторов реформы, такая модель позволит сохранять баланс системы в условиях старения населения. Однако сегодня критики уже предупреждают, что в долгосрочной перспективе подобная формула способна сильно увеличивать продолжительность трудовой жизни многих граждан и одновременно сократить период получения пенсионных выплат. Если перевести все эти проценты и формулы на язык реального времени, то, друзья, скорость старения работающего населения может заставить пенсионный порог сдвигаться примерно на полгода каждые 10 лет. Обсуждаемая цифра, помните, в 70 лет в качестве законной границы трудового стажа появляется на горизонте только, внимание, в районе 2090-х годов. То есть этот сценарий рассчитан не на тех, кто собирается на заслуженный отдых буквально вот завтра, да, а прежде всего на нынешних немецких школьников, которым, возможно, придется работать намного дольше нынешних поколений. Но для тех, кто рассчитывает выйти из трудовой системы по старым правилам, у комиссии канцлера Фридриха Мерца есть еще одно крайне важное предложение.
Эксперты ХДС настойчиво сегодня выступают за полную отмену популярной льготы досрочного выхода на пенсию после 45 лет официального страхового стажа, которую, напомню, в Германии многие знают как пенсию в 63 года. Этот механизм, по мнению авторов инициативы, создает двойную нагрузку. То есть, с одной стороны увеличивается расход пенсионной системы, а вот с другой лишает немецкие предприятия опытных специалистов в условиях нехватки кадров. Поэтому в будущем возможности досрочного выхода на пенсию могут быть существенно ограничены. Единственное исключение авторы реформы предлагают сохранить для граждан, которые полностью утратили трудоспособность из-за тяжелых заболеваний или физически не могут продолжать работу. Чтобы частично компенсировать возможность снижения уровня пенсионного обеспечения будущих поколений, правительство Фридриха Мерца планирует ввести обязательную накопительную систему по шведскому образцу. Механика этого процесса способна очень, друзья, изменить структуру распределения ваших доходов. И сам наемный работник, и его работодатель будут ежемесячно отчислять, внимание, ровно по 1% от брутто-зарплаты до вычета налогов. В сумме эти 2% автоматически будут направляться в специальный государственный инвестиционный фонд. Затем данные средства предполагается инвестировать на фондовом рынке через покупку акций и облигаций, чтобы сформировать дополнительный источник пенсионного капитала наряду с традиционной государственной пенсией. Главным аргументом, который чиновники пытаются убедить общество в необходимости этой реформы, выступает обещание в долгосрочной перспективе удержать общий уровень пенсионного обеспечения на отметке около 50%. Сейчас многие эксперты предупреждают, что без дополнительных мер государственная пенсионная система столкнется с серьезными финансовыми трудностями на фоне старения населения. Берлинские стратеги уже утверждают, что улучшить ситуацию поможет именно новая обязательная накопительная составляющая, которая будет инвестироваться на финансовых рынках и со временем приносить дополнительный доход. Особую ставку в этой схеме авторы делают на жителей Восточной Германии. На территории бывшей ГДР сложилась непростая ситуация. Напомню, почти 3/4 всех наемных работников, то есть около 75% сотрудников, не имеют дополнительных частных пенсионных накоплений, поэтому сильнее зависят от государственной системы обеспечения в старости. Однако за этими обещаниями скрывается весьма, друзья, болезненная для многих граждан деталь, которая может серьезно повлиять на будущий рост выплат. Сразу после 2031 года правительство планирует вернуть формулу расчета фактор устойчивости, который сейчас временно заморожен. Введение этого коэффициента означает, что дальнейшая индексация пенсий будет гораздо теснее связана с демографической ситуацией в стране. То есть, чем меньше остается работающих налогоплательщиков и чем больше становится пенсионеров, тем сильнее будет ощущаться давление на систему финансирования выплат. На самом деле это может привести к тому, что рост пенсии окажется более сдержанным, чем рассчитывают многие получатели. Вместо полной компенсации роста расходов, часть надежд будет возлагаться именно на дополнительную накопительную систему и результат ее долгосрочного инвестирования на финансовых рынках. Чтобы закрыть растущие финансовые разрывы в пенсионной системе, правительственная комиссия также предлагают существенно расширить круг граждан, обязанных делать взносы в государственную пенсионную систему. Сегодня под эти изменения могут попасть категории, которые в течение многих лет пользовались особыми правилами. В обсуждаемой модели платить взносы предполагается обязать депутатов Бундестага, членов земельных парламентов, самозанятых предпринимателей и руководителей крупных государственных компаний. При этом, друзья, для отдельной категории государственных служащих пока сохраняется существующий особый статус. Еще обсуждается отмена возможности освобождения от пенсионных отчислений для работников мини-джоб с доходом до 603 евро в месяц.
Кабинет министров объясняет эти изменения задачей укрепления пенсионной системы и снижения риска бедности в старости, особенно среди групп с прерывистым трудовым стажем. Мнения внутри политической системы долгое время оставались, вы знаете, разными, я вам об этом рассказывал, и достижение общего согласия не выглядело гарантированным. Министр труда, например, Бербель-Бас изначально занимала жесткую позицию, настаивая на принятии только согласованного проекта без каких-либо внутренних противоречий. Эту линию поддержал и канцлер Фридрих Мерц. В итоге члены комиссии смогли согласовать основные положения реформы. Финальное техническое заседание ожидается в ближайшее понедельник, после чего пакет предложений будет передан в профильные министерства для дальнейшего законодательной проработки. Для многих работников Германии эти изменения могут означать постепенное ужесточение правил пенсионной системы и, соответственно, более длительный трудовой стаж в будущем. Но давайте сейчас, друзья, перейдем еще к одной важной новости, где злоумышленники активно пытаются завладеть деньгами немецких онлайн-покупателей. Авторитетная европейская платформа по защите прав потребителей Mimikama выпустила срочное предупреждение. По всей территории Германии фиксируется массовое появление сайтов-клонов, которые внешне копируют официальный интернет-магазин популярного ритейлера Lidl. Например, злоумышленники максимально точно воспроизводят сам дизайн, логотипы и оформление известной торговой сети, размещая на сайте товары по ценам, которые выглядят нереалистично, друзья, низкими. Например, современный телевизор за 79 евро и другую бытовую технику с резким снижением стоимости. Для пользователей это может выглядеть как крупная распродажа по ликвидации склада. Однако, внимание, по сути речь идет о мошеннической схеме, направленной на получение предоплаты. Пользователи, которые попадаются на такие предложения, в большинстве случаев просят внести полную оплату заранее через поддельную платформу. После перевода денег заказ фактически не выполняется, то есть товары не отправляются, а реальная служба поддержки или легальные механизмы возврата средств просто-напросто отсутствуют. Даже если отдельные домены подобных сайтов блокируются, сама схема продолжает существовать, то есть создаются новые клоны с другими адресами, а в поисковых системах могут появляться фальшивые отзывы, создающие ту видимость реального магазина. Также сейчас ситуация дополнительно усложняет масштабные утечки данных. В сеть регулярно, вы знаете, попадают большие объемы скомпрометированных паролей и учетных данных от различных сервисов, полученных в результате хакерских атак. Эксперты сегодня предупреждают, что даже если часть этих данных была украдена давно, в руках создателей мошеннических магазинов они могут использоваться для попыток входа в ваши аккаунты пользователей и получения доступа к платежной информации. Масштабное интернет-мошенничество в розничной сфере строится на достаточно четких схемах, которые можно распознать, если обращать внимание на базовые технические признаки. Внимание! Один из ключевых сигналов скрывается именно в адресной строке браузера, то есть в доменном имени сайта. В таких схемах злоумышленники часто используют недорогие международные доменные зоны, вроде Shop, Stop, Info, а также создают названия, которые визуально и, скажем так, фонетически могут напомнить оригинал бренда. Официальные торговые сети развивают свои онлайн-платформы, вы знаете, годами, тогда как мошеннические сайты часто продвигаются через агрессивную интернет-рекламу в социальных сетях. Пользователям, например, в ленте Facebook, Instagram или TikTok показывают объявления с якобы распродажами или ликвидацией остатков, например, от имени Lidl, что может создать ложное ощущение срочности и выгодной покупки. Сроки жизни подобных мошеннических сайтов обычно ограничены, часто это всего несколько недель. После того, как на них поступает большое количество жалоб, домены могут быстро блокировать, а затем злоумышленники создают, соответственно, новые версии с другими адресами и продолжают ту же схему. В результате возникает постоянная такая ротация фейковых сайтов, что и затрудняет их полное удаление из сети.
По данным киберэкспертов, организаторы подобных схем часто действуют через распределенные международные структуры, используя серверы и инфраструктуру абсолютно в разных странах, что делает работу правоохранительных органов еще более затруднительной. Для пользователей нас с вами это означает в первую очередь необходимость повышенной внимательности. Возврат средств через стандартные банковские процедуры в таких случаях может быть затруднен. Поэтому, друзья, ключевым фактором защиты остается именно ваша проверка источников и осторожность при онлайн-покупках. Если вы хотите повысить безопасность своих сбережений и снизить тот риск интернет-мошенничества, специалисты сегодня по кибербезопасности сформулировали ряд базовых правил цифровой осторожности. Первое и главное требование – любые онлайн-покупки следует совершать только через официальный сайт торговой сети или через приложение, загруженное из проверенных магазинов. При оплате лучше использовать защищенные платежные системы, например PayPal с включенной защитой покупателя. Также важно избегать прямых банковских переводов и любых каких-либо форм предоплаты на незнакомых или сомнительных сайтах. Если же интернет-магазин требует немедленно, друзья, вводить данные карты через подозрительные платформы оплаты, страницу лучше сразу закрыть и не продолжать взаимодействие. Понятно? Для проверки адресов сайта можно использовать и специализированные сервисы проверки доменов, и антифишинговые базы, которые помогают быстро оценить надежность ресурса. Если вы обнаружили, друзья, фейковый сайт, важно сообщить об этом в профильные организации по защите прав потребителей, например, такие как Mimikama и другие. Такие сообщения помогают ускорять блокировку мошеннических ресурсов и, соответственно, защищают других пользователей. Основное правило, которое вам следует придерживаться: если предложение, друзья, внимание, выглядит слишком выгодным или просто нереалистичным, к нему стоит относиться с повышенной осторожностью. Поддельные интернет-магазины сегодня являются частью той масштабной мошеннической экосистемы, и подобные схемы продолжают распространяться. Для пользователей это означает, что даже небольшая ваша невнимательность при онлайн-покупках может привести к утечке данных или финансовым потерям. Поэтому ключевым фактором остается постоянная проверка источников и осторожность при оплате в интернете. И это еще не все. Дальше давайте перейдем к изменениям в автомобильном регулировании, где сегодня Брюссель и Берлин обсуждают обновление правил для водителей и владельцев автомобилей. Автомобиль давно стал неотъемлемой частью повседневной жизни, то есть миллионы людей ежедневно используют личный транспорт, чтобы добраться до работы, покупать товары или, например, путешествовать с семьей. При этом автомобильная отрасль сейчас проходит серьезные технологические изменения, развитие электроприводов, появление новых классов транспортных средств и рост масс современных машин постепенно приводит к пересмотру тех самых прежних стандартов. До сегодняшнего дня водителям с правами категории B разрешалось управлять транспортными средствами с максимальной разрешенной массой до 3500 килограммов. Это ограничение действовало десятилетиями и было основой европейских правил дорожного движения. Однако с ростом числа электромобилей и гибридов ситуация начала меняться. То есть эти тяжелые аккумуляторы увеличивают массу автомобилей, из-за чего многие модели оказываются близки к установленному лимиту. А иногда, кстати, и требуют дополнительных условий для эксплуатации с прицепом или полной загрузкой. В рамках обновления правил Евросоюз сегодня согласовал повышение допустимого веса для отдельных категорий электромобилей и гибридных автомобилей до 4250 килограммов. Основное условие применения этой нормы заключается в наличии водительского стажа не менее, внимания, 2 лет. Для автодомов и кемпингов также предусмотрены отдельно облегченные условия. Однако в некоторых случаях может потребоваться дополнительное краткое обучение или подтверждение навыков управления. При этом для автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания базовое ограничение массы остается, напомню, прежним – 3500 килограммов, без изменений в действующих правилах. Важная техническая деталь, друзья, новой реформы заключается и в том, что расширенный весовой лимит относится к массе транспортных средств и не учитывает прицеп в рамках базового условия.
То есть это отличается от тех правил категории B96, где учитывается суммарная масса автомобиля и прицепа до 4250 кг. Согласно директиве Европарламента, утвержденной, напомню, в октябре 2025 года, о которой я вам рассказывал, владельцы более тяжелых электромобилей и кемпингов получают дополнительные возможности управления без необходимости перехода на грузовую категорию С, что в ряде случаев, конечно же, позволяет избежать дополнительных расходов на то же обучение в автошколе. Внедрение этих правил в национальное законодательство стран Евросоюза проходит поэтапно. Первой страной, где соответствующие нормы начали применяться, стали Нидерланды, где обновленные правила действуют с июля 2025 года. В других государствах Европы, включая и Германию, сроки вступления реформы различаются. Для легковых электромобилей новые нормы планируют внедрять с ноября 2027 года, а для автодомов с ноября 2029 года. Кстати, до полного внедрения возможны и различия в национальных регулированиях, поэтому при поездках по Евросоюзу важно заранее вам уточнять требования конкретной страны, чтобы избежать проблем, связанных с перегрузом или категорией водительских прав. Кроме этого, друзья, хочу еще отметить, что сегодня транспортные дискуссии в отдельных регионах Германии продолжают развиваться, внимание, включая обсуждение регулирования использования быстрых электровелосипедов. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам искренне понравился сегодняшний разбор про ключевые изменения пенсионной реформы Фридриха Мерца, фейковую распродажу техники в Lidl и новые весовые лимиты для водительских прав категории B, обязательно подпишитесь, поставьте лайки. Спасибо за просмотр до самого конца.